Здорово, парни, а может быть даже и дамы, ведь нас же смотрят дамы. Ну да ладно. С вами Евгеньевич, вы на канале Radarm Airsoft, и сегодня я расскажу о новой гранате от Tag Innovation, которая называется AFG-6. Если кратко, то AFG-6 это сертифицированная страйкбольная граната с активной чекой, в качестве наполнителя которой используется цельный горох. Пироэлемент примерно эквивалентен петарде Corsair 5. По ощущениям, данные гранаты бахают примерно так же, как R2BS. Вес гранаты FG6 примерно 120 грамм. Для сравнения, старая R2BS весила примерно 105 грамм. Новая R2BS 95 грамм. И TAG 67 весит примерно 110 грамм. Получается, AFG-6 это самая тяжелая граната из всей линейки TAG. И из-за веса, по идее, ее можно кидать дальше, чем все другие гранаты. Но практика показывает, что TAG 67 все равно получается закинуть дальше и точнее. Смонтируем же потом, да? В магазине данная граната уже продается по ценнику 160 рублей за штуку, а это значит, что это самая бюджетная граната с активной чекой на российском рынке. По форме и габаритам AFG-6 напоминает американскую фугасную наступательную гранату МК-3, что является неким бонусом в копилку антуражности. Однако у AFG-6 яркая желтая раскраска и совершенно не антуражная этикетка, так что любителям антуража и всяческим реконструкторам, которые уже задумали использовать данную гранату, придется ее перекрашивать. Слава богу, что таким как мы, которые ничего не моделируют, можно просто играть и не париться. Принцип действия активной чеки точно такой же, как и у других гранат от Tag Innovation. Кто хочет в этом разобраться поподробнее, можете посмотреть наш обзор на гранату TAG 67. В этом обзоре мы полностью разобрали запал и показали, из чего он состоит и как он работает. Ссылка находится, естественно, в описании к этому видео. Попробую посмотреть, что находится внутри гранаты. Не повторяйте этого дома. Если что, у меня тут есть специальная коробка, в которой я могу скинуть гранату, если что-то пойдет не так. Смотрим. Итак, я заранее уже разрезал корпус. И наполнитель тут, как вы видите, цельный горох. Его тут немножко было больше, чем я вытряхнул, потому что в процессе вырезания немного гороха потерялось. Внутри, в картонном корпусе, находится пироэлемент. Насколько я знаю, он находится внутри вот этой трубки, то есть между петардой и трубкой есть некоторое пространство, который создает достаточно интересный эффект, который можно сравнить с эффектом взрывной волны. Кажется, что гранаты хлопают даже немножко громче, чем есть на самом деле. Вот тут уже видно, что внутри этой картонной трубки находится пироэлемент. Трубка пустая. Как вы видите, здесь находится не обычная петарда, а запатентованный Tag Innovation пироэлемент, который при взрыве распадается на две цельные половинки, не образуя острых граней. Пробуем разбирать дальше. Пироэлемент очень хорошо приклеен к узлу запала, так что дальше я разбирать, с вашего позволения, не буду. Материал боковин достаточно мягкий и ломается, не образуя острых граней. То есть его можно реально раздавить пальцами. И он практически ничего не весит. Looking for some fun. Only me and my friends.
everything, it's alright. My skate under my feet. I think I can fly. I can fly. I can fly. I can fly. Обратите внимание, что запалы и желтые элементы отлетают крупными частями и не образуют острых мелких осколков. Это весьма важный момент с точки зрения безопасности. Однако, учитывая то, что внутри находится переэлемент примерно эквивалентный Корсару 5, эти гранаты могут быть недопущены некоторыми организаторами для использования в зданиях. Напоминаю, что по правилам многих игр внутри здания нельзя использовать гранаты с пироэлементом мощнее Корсара 4. Хотя те же R2BS обычно спокойно в здание допускают. Практически везде. Про процент сработки говорить, на мой взгляд, пока еще рано. Тем более, процент сработки может зависеть от партии. Ни для кого не секрет, что первые партии нового продукта могут иметь меньший процент сработки, чем более поздние партии. Хотя у Tag Innovation обычно с процентом сработки все отлично. Но в любом случае, все не сработавшие гранаты можно поменять в магазине, в котором вы их купили. Для тестов производитель нам отправил несколько гранат, чтобы мы могли их испытать в условиях реальных страйкбольных игр. Мы уже успели кинуть несколько гранат на сутках на броне и на линии фронта. Сработка 8 из 8. Остальные гранаты мы кинем на ближайших страйкбольных играх, и, скорее всего, вы увидите их в наших геймплеях. На этом все. С вами был Евгеньевич. Не забывайте поставить лайк, подписаться на канал. До скорого!